Я слышал о суперземле задолго до того, как вы о ней упомянули. В законе одного о ней говорится как о планете Малдек. Еще с 1993 года, когда я впервые прочел книгу Р. Хагленда «Монументы Марса», я увлекся такими вещами и все эти годы изучал подобный материал. Ричард искренне верил в то, что пояс астероидов — это нетипичное явление в Солнечной системе. Поэтому, когда мы смотрим на астероиды, как по-вашему, мы видим осколки разрушенной планеты, главный инсайдер Хагленда рассказывал мне о проекте, называемом «Бриллиантовая галька». Когда мы с вами начали говорить об этом в скайпе, было заметно, что вас шокировало мое упоминание о проекте. Верно. Почему вы так удивились? Потому что слышал о данной программе. Не могли бы вы, я могу рассказать немного о том, что слышал, но мы здесь для того, чтобы слушать вас. Итак, что вы слышали о проекте «Бриллиантовая галька»? Это компьютерная математическая программа, восстанавливающая изученные орбиты в поясе астероидов с целью вычисления размера и плотности того, что когда-то существовало, а затем распалось на фрагменты. И что же это было? Каков вывод программы? Когда-то на месте пояса астероидов находилась планета. Ясно. У меня есть информация, полученная от главного инсайдера Хагленда Брюса. Имя не настоящее. Помимо всего прочего, он рассказывал о том, что они запускали в космос камни, отслеживали траектории их полета и пользовались ими для построения весьма продвинутых моделей того, как бы это работало. Пояс астероидов изучался очень долго. На астероидах проводились горнодобывающие работы. О них многое известно. Поэтому ученые взяли всю телеметрию и нашли способ проследить, как бы все выглядело в определенный период времени. Кажется, об этом вы уже упоминали, но было бы неплохо повторить сейчас. Удалось ли ученым обнаружить разные аспекты планеты в поясе астероидов? Разные слои, мантию, ядро, кору. И все такое? Удалось рассмотреть разные части? Да. А также обнаружить разные части коры, богатые залежами разных минералов. До них было легче добраться, чем до подобных залежей на Земле. Когда ТКП изучала астероиды, они ведь не были нетронутыми. В некоторых случаях сохранились следы интенсивных горнодобывающих работ. Верно. И на них обнаружилось множество древних штуковин, конечно. Понятно. В связи с суперземлей мы просто обязаны упомянуть доктора Томаса ван Фландерна, выдвинувшего гипотезу о взорвавшейся планете ГВП. Это очень сложные научные данные, включающие не только астероиды, но и возмущение орбит в Солнечной системе, а также все кометы. Фландерн считал, что кометы были фрагментами океана с планеты, которые замерзли и превратились в лед из воды. Ученый отследил все кометы и продемонстрировал, что на самом деле все они сходятся в одной точке происхождения. Океаны суперземли стали кометами. Слышали ли вы нечто подобное в проекте «Бриллиантовая галька»? В конкретном регионе был лед, возникший в результате разрушения планеты. То есть, это были бы океаны, замерзшие и высохшие в космосе. Да, вода с планеты. Брюс входил в состав военной группировки космической программы. Мы собираемся снять отдельный эпизод на эту тему. Он говорил, что нет никаких инопланетян, что все в космосе наше, и что это просто продвинутые штучки, о которых мы уже знаем. И это тоже совпадает с тем, что слышали вы. Да. Так вот, по словам военных, это они придумали историю о древних пришельцах, которые прилетали и улетали, и сейчас их здесь больше нет. Вокруг них военные построили целую сюжетную линию. Насколько я помню, Брюс не пользовался термином «раса древних строителей». О нем я впервые услышал от вас. Мне любопытно, рассказывал ли Брюс об аналогичной сюжетной линии. В общем-то, он передал ту же информацию. Но было и кое-что странное, поскольку до разговора с вами я принимал его свидетельство за чистую монету, чистую правду. С учетом его уровня доступа к информации, ему говорили, что когда все происходило, раса древних строителей, мы все еще будем пользоваться данным термином, была здесь уже 5 миллионов лет назад. Но согласно вашим сведениям, она намного старше. Верно. Какую цифру предоставили вам?
когда появились артефакты расы древних строителей. Им были многие десятки миллионов лет. Они намного старше, чем любой иной вид цивилизации. Они старше, чем более новые группы, прибывшие после разрушения суперземли. Намного старше. Удалось ли проводящие исследования ТКП определить конкретные временные рамки? Или они остановились на бесчисленных миллионах лет? О расе древних строителей известно очень мало. Каждый раз, когда исследователи ТКП находили сооружения расы древних строителей, они оказывались подвергнутыми какому-то воздействию. На них определенно имелись надписи, которые впоследствии были начисто стерты другими расами, появлявшимися позднее. Поэтому многие разные группы ТКП пытались привязать расу древних строителей к своей собственной мифологии. Но когда речь идет о фактах, об их происхождении и культуре известно очень мало. С ними связано много тайн. Ранее вы упоминали технологию хронологической шкалы, которая использовалась для нацистских артефактов на Луне и на Марсе, и что она была создана посредством путешествий назад во времени. Да, работает ли такая технология, когда речь идет о миллионах лет назад? Или она начинает становиться намного менее точной? Да, она работает. Но становится менее точной, и вы получаете более широкие временные рамки. С самого начала Брюс говорил, и это было чрезвычайно интересно, что у него есть официально рассекреченная цифра правительством США. Они не хотели говорить об этом широко и открыто, всем на свете, но пожелали рассказать конкретным людям, распространявшим информацию в уфологических сообществах. То есть раскрыли сведения так, чтобы они стали частью общественного сознания. Таков был первый шаг. Вот как произойдет частичное раскрытие. Тайное правительство Земли, его синдикаты и Альянс Земли расскажут людям о тонкой атмосфере на Плутоне и об имеющихся там голубых небесах. Я только вчера видел это, да, и вода. На разных планетах есть жидкая вода. Затем, наконец, они перейдут к откровенному рассказу. Последовательному, медленному рассказу определенной порции откровений. Затем они расширят повествование, поведав о древней инопланетной расе, которая раньше была здесь, а потом исчезла. Очень древняя раса. Возможно, это и будет первая порция разглашаемой информации. Как вы думаете, на какой эффект они рассчитывают, рассказав о расе древних строителей? Но они уже готовят людей, выбрасывая истории о древних инопланетянах. Опросы, проведенные некоторыми СМИ о вере в инопланетян, показали, что даже в самых консервативных местах Америки, где люди не очень-то склонны открываться новой информации, мы видим, что 57% населения принимают существование инопланетной жизни. Поэтому все разговоры о войне миров, когда все пойдет прахом, а люди впадут в панику, этого не произойдет, если заранее распространить сведения о странной и интересной древней расе, которая была здесь давным-давно. Конечно. Вот во что верят группы низших уровней ТКП. Как вы думаете, станет ли суперземля главной частью первой волны частичного раскрытия, когда начнутся разговоры о том, чем на самом деле является пояс астероидов? Да, скорее всего, мы услышим некую версию истории нашей Солнечной системы, которую они узнали. Идея, продвигаемая Хааглиндом, включала предположение, что Марс был водной планетой, захваченным спутником, вращавшимся вокруг суперземли. Причем и на суперземле, и на Марсе имелись океаны. Взрыв, создавший астероиды, также задел часть Марса, создав значительные разрушения. Совпадает ли это с тем, что вы читали на стеклянных планшетах или узнали их других ваших источников? Конечно. Утверждалось, что Марс вероятнее всего являлся спутником суперземли. Колоссальные удары сильно повредили одну сторону планеты и убрали атмосферу, которая так никогда и не восстановилась. Никогда не восстановилась до прежнего состояния. Да, никогда полностью не восстановилась. Что же касается людей, живших на суперземле от Брюса, мы слышали, будто они и сами многого не знают, что там много тайн. Однако известно, что в нашу Солнечную систему прилетели и обосновались от 3 до 10 разных внеземных групп. Кажется, он полагает,
что кто бы ни построил все разные руины на различных спутниках, в нашей Солнечной системе это была та же цивилизация, обитавшая на суперземле. Но в свете того, чем поделились с нами вы в связи с альянсом внутренней Земли, жители суперземли не были представителями расы древних строителей. Нет, это не раса древних строителей. Ясно. Исходя из недавно полученной информации, представляется, что в разные исторические периоды Земля принимала беженцев с парочки разных планет, по крайней мере, в нашей Солнечной системе. В каждом случае планеты разрушались, а обитатели покидали их и прибывали на Землю как беженцы. Думаете, что к таким планетам относятся Марс и Суперземля? Да. И опять же, это полностью совпадает с тем, что говорится в законе одного. Ра описывал Суперземлю, называл ее Малдек. По его словам, она взорвалась. По-моему, приводилась цифра 800 тысяч лет назад. То есть, это не совсем та дата, которую вычислили в ходе проекта «Бриллиантовая галька». Когда я беседовал с Брюсом, они говорили о 500 тысячах лет назад. Те ли это данные, которые вы видели в проекте «Бриллиантовая галька»? Да, ясно. Также Брюс поделился со мной другими важными сведениями. Обитатели суперземли начали строить кольцо вокруг Сатурна из некоего вида сплава прозрачного алюминия. Если бы создание кольца было завершено, они бы получили оружие импульсного действия, способное разрушать другие миры. Инсайдер говорил, что на кольцо напали и уничтожили одновременно с уничтожением суперземли, и что разбитые осколки образовали кольца Сатурна. Брюс добавил, что ТКП летала и изучала фрагменты обитаемых, внутри разрушенного кольца до сих пор видны остатки комнат, в которых могли жить люди. Сталкивались ли вы с подобной информацией? Мне попадалась информация о том, что кольца полны таких артефактов, но я не слышал о том, что это было супероружие. Какую конкретную информацию вы получили на этот счет? Что кольца сделаны из прозрачного сплава. Правда? Да, и там были обломки, похожие на часть конструкций. Вот это да. Разрушенные конструкции? Верно. Понятно. Сейчас хотелось бы указать на то, что Брюс говорил, что на краю кольца В находились самые крупные скопления осколков кольца, и что изначально они находились именно там. Давайте прямо сейчас посмотрим на пару изображений предполагаемых ледяных кристаллов на кольце В. Если вы посмотрите на изображение, вы увидите тени, отбрасываемые данными структурами. И если увеличить эту часть, можно заметить довольно крупные осколки. Тени действительно отбрасываются на кольца. От Брюса мы узнали, что такие ледяные кристаллы на самом деле являются большими фрагментами комнат, в которых тогда могли жить люди. Однако те люди были великанами. В этом смысле наши сведения совпадают. Брюс говорил, что комнаты рассчитаны на людей ростом выше 20 метров. Слышали ли вы о руинах комнат, построенных для людей подобного роста и телосложения? Да, мы уже упоминали о разных руинах, в которых были обнаружены огромные каменные сиденья, высоченные потолки и дверные проемы. А платформы типа столов, очевидно, были рассчитаны на людей намного выше ростом, чем мы. Большинство древних артефактов, обнаруженных в Солнечной системе, относятся к временам до разрушения суперземли. Понятно. То есть, между расой древних строителей и руинами других цивилизаций существует много пересечений. Да, пересечение налицо. ТКП обнаружила каменные плиты расы древних строителей, которые, определенно, не были саркофагами. Люди, ложившиеся на них, исцелялись, и такие плиты были намного больше, чем понадобилось бы для современных земных людей. Плиты все еще исцеляют? Неужели? Вот это да! Вы никогда не слышали о кольце оружия, но слышали об обломках чего-то, что когда-то было там. Вот именно, чего-то. Ладно, давайте продолжим разговор о сведениях Брюса. Он говорил, что кто бы ни жил на суперземле, они были крайне воинственными особями. Они не в меру разгулялись и рассердили обитателей в других солнечных системах. Слышали ли вы о том, что жители суперземли обладали технологией, позволявшей покидать Солнечную систему
и воевать на других планетах в других солнечных системах. Я работал с учеными, изучавшими фактические данные, в основном научные данные. Большая часть информации поступает от разных групп в соответствии с их корневыми верованиями. Группы есть разные. Синдикаты тайного правительства Земли обладают разными оккультными верованиями. Они находят выражение в разных трактовках. Поэтому, на самом деле, о руинах известно не так уж много, но многие люди пытаются привязать себя к кровным линиям с этих планет или каким-то образом связать с ними свою мифологию. Так что я просто видел большое количество разрозненных научных данных и информации, но не теоретических разработок. Хорошо, давайте просто перечислим все, что вам известно. Ясно, что обитатели суперземли обладали технологией, намного превосходящей нашу современную. Конечно, ясно, что они обладали способностью путешествовать на другую планету в Солнечной системе, Сатурн, и строить колоссальную структуру. Я имею в виду размером с Сатурн. Соорудить кольцо, на 2/3 опоясывающее планету. Это почти невообразимое архитектурное достижение. Люди из Совета внутренней Земли утверждали, что различные обитатели планет в нашей Солнечной системе были крайне технологически продвинутыми, но настолько агрессивными, что разрушили свои цивилизации и были переселены на Землю как беженцы другими пришедшими инопланетными расами.